Люблю я Пепси. Особенно со льдом. Безобидная газировка. Но в 1992 году обычный маркетинговый конкурс Pepsi на Филиппинах вышел из-под контроля и превратился в один из самых известных корпоративных скандалов в истории человечества. Ошибка всего в одном числе привела к гибели людей. Но давайте пару слов о Pepsi. Корпорация Pepsi — это не просто производитель напитков. Их влияние настолько огромное, что годовая выручка компании больше экономики многих государств. Годовой оборот компании составляет 91 миллиард долларов. Например, доходы Pepsi превышают ВВП таких стран, как Эстония, Исландия, Парагвай или Боливия. А если бы Pepsi стала страной, она легко бы поменялась местами с Литвой. Когда подобные компании запускают рекламные кампании, они способны буквально менять поведение миллионов людей. Одно объявление по телевизору, и вы делаете все, что они скажут, лишь бы быть в тренде. Итак, 1980-е годы. Филиппины переживают тяжелый экономический кризис. Для миллионов людей обычная повседневная жизнь превращается в постоянную борьбу за выживание. Низкие зарплаты, нестабильная работа и бедность становятся нормой для огромной части населения страны. Именно в такой атмосфере появляется рекламная кампания, которая сначала подарит людям надежду, а затем превратится в одну из самых разрушительных маркетинговых катастроф в истории. Это история Pepsi Number Fever. История одного числа, которое привело к хаосу, беспорядкам и человеческим жертвам. В феврале 1992 года PepsiCo запускает на Филиппинах масштабную акцию под названием Number Fever. На первый взгляд идея кажется очень простой. Под крышками бутылок Pepsi, 7up, Mirinda и Mountain Dew печатаются номера от 1 до 999. Каждый вечер по телевидению объявляется выигрышный номер дня. Если цифры на крышке совпадают, человек получает денежный приз. Небольшие суммы выигрывают тысячи людей, но главный приз составляет 1 миллион песо. Для обычного жителя Филиппин начала 90-х 1 миллион песо — это были невероятные деньги, примерно 40 тысяч долларов. В то время средняя месячная зарплата в стране была настолько низкой, что главный приз превышал ее более чем в 600 раз. Для многих людей победа означала буквально новую жизнь. Собственный дом, бизнес, возможность выбраться из бедности или образование для детей. И Pepsi прекрасно понимала психологию людей. Компания уже проводила похожие акции в странах Латинской Америки. И маркетологи знали, если дать людям ощущение реального шанса стать богатыми, продажи взлетят. Именно это и произошло. Конкурс мгновенно становится национальной сенсацией. По всей стране люди начинают массово покупать Pepsi в надежде выиграть. Семьи складывают крышки в коробки и пакеты. Некоторые начинают коллекционировать их сотнями. Дети ищут бутылки на улицах. Взрослые роются в мусоре в поисках выброшенных крышек. В стране начинается настоящая числовая лихорадка. Позже Pepsi заявит, что в акции участвовала почти половина населения Филиппин. 32 миллиона человек. А теперь представьте, как продажи компании начинают расти. Еще недавно Pepsi серьезно уступала Coca-Cola на местном рынке, но благодаря конкурсу ее доля начинает в разы увеличиваться. Каждый вечер люди собираются у телевизоров, чтобы узнать новый выигрышный номер. Для миллионов семей это превращается почти в национальный ритуал. Изначально система кажется полностью контролируемой. Pepsi использует компьютерную программу, которая определяет победителей заранее. На заводы отправляют только несколько настоящих выигрышных крышек с защитным кодом. Это означает, что компания всегда знает, сколько людей получит главный приз и может контролировать расходы. По сути, все должно было работать идеально. Но затем Pepsi решает продлить акцию еще на 5 недель. И именно после этого начинается настоящая катастрофа. 25 мая 1992 года. Обычный вечер. Миллионы людей снова включают телевизоры, ожидая объявления нового выигрышного номера. Сначала все выглядит абсолютно нормально, но уже через несколько минут ситуация начинает выходить из-под контроля. По всей стране люди внезапно понимают, номер 349 есть у огромного количества человек. Причем не у десятков и даже не у сотен. Сотни тысяч филиппинцев начинают одновременно считать себя миллионерами.
Улицы буквально взрываются празднованием. Люди кричат от радости, обнимаются, запускают фейерверки. Некоторые сразу начинают праздновать новую жизнь. Кто-то увольняется с работы, кто-то обещает купить дом родителям, кто-то строит планы открыть бизнес. Для бедных семей это выглядело как настоящее чудо. Но внутри Pepsi начинается настоящая паника. Компания быстро понимает, произошла катастрофическая ошибка. Дело в том, что номер 349 уже был напечатан на огромном количестве обычных крышек еще до продления конкурса. Эти крышки не должны были быть выигрышными, но из-за ошибки в системе именно этот номер случайно объявляют главным призом. По оценкам Pepsi, в стране находилось 800 тысяч крышек с номером 349. Если бы компания выплатила приз по каждой из них, сумма потерь составила бы 37 миллиардов долларов. В ту же ночь руководители Pepsi собираются на экстренное совещание. Им срочно нужно решить, что делать дальше. И очень быстро становится ясно, что компания никому деньги выплачивать не собирается. На следующий день Pepsi объявляет, что произошел технический сбой. Компания объясняет, что настоящими победителями являются только крышки со специальным защитным кодом. Все остальные номера 349 – это ошибка. Чтобы снизить напряжение, Pepsi предлагает компенсацию. 500 песо за каждую крышку, около 18 долларов. Проблема в том, что люди ждали не 18 долларов, им обещали 1 миллион песо. 40 тысяч долларов. Для многих это звучало как издевательство. В глазах тысяч филиппинцев огромная американская корпорация просто решила отказаться выполнять свое обещание. И страна начинает закипать. Сначала появляются мирные протесты. Люди собираются у офисов Pepsi, требуют выплатить выигрыш, приносят свои крышки 349. Но очень быстро ситуация становится агрессивнее. Разъяренные толпы начинают атаковать грузовики Pepsi. Машины забрасывают камнями, некоторые поджигают. Позже полиция зафиксирует десятки нападений на транспорт компании. В ряде городов появляются организованные группы протестующих. Одной из самых известных становится коалиция 349. Это объединение владельцев выигрышных крышек, которые решают судиться с Pepsi. Они организуют митинги, бойкоты и массовые акции протеста. Тысячи людей требуют от компании признать ошибку и выплатить обещанные деньги, но Pepsi продолжает стоять на своем. Ситуация становится настолько серьезной, что сотрудникам компании начинают поступать угрозы убийством. Некоторые сотрудники Pepsi боятся появляться на публике, но самое страшное происходит в 1993 году. В Маниле, столице Филиппин, неизвестный бросает самодельную бомбу в грузовик Pepsi. Взрыв убивает школьного учителя и 5-летнего ребенка. Позже происходят новые атаки. В городе Давао граната взрывается на складе Pepsi, погибают еще 3 сотрудника компании. Всего катастрофа приводит минимум к 5 смертям и десяткам раненых. Маркетинговая акция превращается в настоящий национальный кризис. На фоне хаоса начинают появляться новые слухи и теории заговора. Некоторые утверждают, что Pepsi специально организовывала часть нападений на собственные грузовики, чтобы выставить протестующих террористами и разрушить их позиции в суде. Один из подозреваемых даже заявляет полиции, что компания якобы платила людям за организацию беспорядков, но доказать эти обвинения так и не удалось. Pepsi полностью отвергает все подобные заявления. Судебная война продолжается годами. Против Pepsi подают более 22 тысяч исков. Открываются тысячи уголовных дел. На протяжении всех 90-х филиппинские суды оказываются завалены жалобами участников Number Fever. Некоторые суды сначала даже принимают сторону пострадавших, но со временем большинство дел начинают отклонять. И в 2006 году Верховный суд Филиппин окончательно ставит точку в этой истории. Суд решает, что Pepsi не обязана выплачивать миллионы долларов владельцам крышек 349. Компания признается невиновной в катастрофе с юридической точки зрения. В итоге Pepsi отделывается относительно небольшим штрафом, но для миллионов людей последствия остались навсегда. На Филиппинах выражение «стать 349-м» стало крылатым и означает быть жестоко обманутым. Даже спустя десятилетия многие люди до сих пор помнят Number Fever как момент, когда они поверили, что наконец смогут выбраться из бедности и потеряли эту надежду буквально за одну ночь. Позже Pepsi выпустит официальные извинения, где скажет, что глубоко сожалеет о боли и страданиях, вызванных ошибкой компании.
Но для многих жителей Филиппин этого оказалось недостаточно. История Pepsi Number Fever стала одной из самых известных маркетинговых катастроф в истории человечества. Одна ошибка в компьютерной системе, одно число и миллионы людей, поверивших, что благодаря этой стеклянной бутылочке смогут изменить свою жизнь навсегда.